Карл Карлсон спланировал убийство своей первой жены и их сына только для того, чтобы быстро разбогатеть на их страховых деньгах. Карл жил со своей женой и детьми в Калифорнии. Он переехал в Нью-Йорк вскоре после убийства своей первой жены. Мужчина благополучно избежал наказания за этот случай в его биографии. Но именно жестокая смерть его сына привлекла к нему всеобщее внимание. Вторая жена Карла заподозрила, что он имеет какое-то отношение к смерти своего сына, прежде чем пожаловаться в полицию. Наконец, долгое и утомительное расследование привело Карла к признанию в своих преступлениях в 2013 году, когда он был приговорен к 15 годам тюремного заключения. А убийство сына Карла открыло дело о смерти его первой жены. Кристина уже была замужем за солдатом военно-воздушных сил США, когда впервые встретила Карла в 1980-х годах. Карл тогда был курсантом, и его направили на службу в Северную Дакоту. Карл и Кристина не могли отрицать очевидную любовную связь между ними, которая привела к романтическому эпизоду в их жизни. Вскоре Кристина бросила своего бывшего мужа и вышла замуж за Карла. Кристина и Карл переехали в Нью-Йорк после того, как связали себя узами брака, и Карл начал работать на каменной шахте, где ему платили не очень большие деньги. Пара была очень влюблена, и вскоре у них появилось 3 прекрасных детей. Однако недостаточное финансовое положение Карла было на слуху у всех. Отец Кристины предложил Карлу работу в своем бизнесе по производству металла после того, как узнал о финансовых трудностях своей дочери. Карл сразу же согласился на эту работу и вместе со своей семьей переехал в Калифорнию. Поначалу вся семья Кристины была довольна ее выбором, поскольку Карл производил хорошее впечатление. Однако сестра Кристины заметила, как Карл стал контролировать свою жену с течением времени. В интервью сестра Кристины объяснила, что Карл хорошо знал о низкой самооценке своей жены, и он точно знал, как на нее повлиять. Тем не менее, сестра Кристины никогда не была настроена против Карла, поскольку его контролирующее поведение казалось безобидным. В декабре 1990 года поведение Карла изменилось самым причудливым образом, который только можно себе представить. Если бы Кристина уловила намеки в таинственном поведении Карла, ей, возможно, удалось бы избежать своего жестокого убийства. После окончания Рождества Карл перетащил рождественскую елку на задний двор. Он собрал своих детей и поджег елку прямо на их глазах. Казалось, Карл хотел, чтобы его дети были готовы к чему-то более угрожающему, чем просто подожженная рождественская елка. В первый день Нового года Кристина закончила свои дела по дому и, как обычно, отправилась принимать ванну. Однако шкаф, который ранее стоял в детской комнате, был передвинут к единственному окну в комнате Кристины. Кроме того, несколько дней назад Карл забил окно в ванной. Через несколько минут после того, как Кристина отправилась принимать душ, прямо возле ванной комнаты из ниоткуда вспыхнул пожар. Эрин, старшая дочь Кристины, выбежала из своей комнаты, когда услышала, как ее мать зовет на помощь. Карл прибыл на место происшествия и начал выносить своих детей из дома. Однако Эрин заметила, что Карл больше никогда не заходил в дом, чтобы спасти Кристину. Воспоминание Эрин о том, как Карл небрежно ждал снаружи дома, казалось бы, ожидая смерти Кристины, навсегда осталось в памяти ребенка. В итоге Кристина умерла, задохнувшись от угарного газа, так как окна в доме были закрыты. Смерть Кристины, казалось, не беспокоила Карла, поскольку вскоре после трагической кончины своей супруги мужчина женился на другой женщине по имени Синди. Он получил выплату по страховке жизни Кристины в размере $215 тысяч и переехал в город Варик, штат Нью-Йорк.
Карл вложил страховые деньги в разведение бельгийских лошадей и занялся фермерством. К сожалению, дети ужасно пострадали от рук своего безжалостного отца. Карл больше не был добрым отцом, так как довольно часто стал бить детей тем, что было у него под рукой. Леви, сын Карла, больше всего страдал от своего гневного отца, поскольку его били посудой и различными инструментами. В 2008 году Карл посетил компанию по страхованию жизни и оформил полис страхования на сумму $700 тысяч на Леви. В последующие дни Карл попросил Леви починить один из его фермерских грузовиков, который вышел из строя. Мужчина стратегически расположил грузовик таким образом, чтобы Леви погиб, пока он его чинил. Не успел Леви залезть под грузовик, как его грудная клетка раздавилась от веса автомобиля. Парень умер прямо на месте. Внезапная и странная смерть Леви не понравилась Синди и ее семье. Синди показалось крайне странным, что сын Карла скончался через 17 дней после того, как его отец оформил на него солидную страховку. Она обсудила это со своими родственниками, и было принято решение обсудить это дело с полицией. Полиция с помощью Синди возбудила против Карла дело об убийстве второй степени. Синди было поручено надеть микрофон, чтобы записать доказательства против Карла, и женщина убедила его признаться в убийстве во время их беседы, на что в конце концов Карл частично согласился. Полиция была уверена в угрожающей деятельности Карла. Они арестовали Карла по подозрению и допрашивали его в течение долгого и трудного периода. Поскольку только в 2013 году Карл наконец признал себя виновным в убийстве своего сына. Суд приговорил Карла к 15-летнему заключению по обвинению в убийстве собственного сына. Убийство Леви открыло двери для расследования странной смерти Кристины. Полиция согласовала действия с пожарной службой и вновь открыла ее дело. Неустанные усилия полиции принесли результаты лишь в феврале 2020 года. По словам полиции, Кристину можно было легко спасти. Однако стратегическая блокада окон в доме привела к ее печальной кончине. В результате чего Карл был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения по обвинению в убийстве первой степени своей первой жены. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях, а также не забудьте поддержать канал подпиской. Спасибо за внимание и до скорого!